Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Украина создала себе топливный кризис. Почему на Украине сказывается последствия прекращения поставок нефти и нефтепродуктов из России в Европу? Да и причем тут атака на КТК? Нефть же везли в Румынию, а не на Украину. И сказывается ли на них вообще мировой топливный кризис? Ну, я бы в большей степени, конечно, связывал происходящее там, ну, кроме всех понятных событий, не с КТК, а именно с мировым энергетическим кризисом. И для начала надо дать два факта. Факт первый. Россия является вторым по величине экспортером нефтепродуктов в мире. Вообще, в мире, во всем. Второй факт. Россия является вторым по величине экспортером дизельного топлива. То есть вообще нефтепродуктов, в которые входят там от пропан-бутана до мазута. Да, пропан-бутан относится к нефтепродуктам. Но конкретно по дизельному топливу Россия тоже является вторым по величине экспортером. И у нас до 1 сентября действует запрет на экспорт дизельного топлива, что приводит к резкому сокращению предложений на мировом рынке. Это резкое сокращение предложений на мировом рынке накладывается на довольно банальный факт. Я думаю, все с ним знакомы, а именно в Ормузском проливе, Ормузский пролив, точнее, перекрыт, Баб-эль-Мандебский пролив тоже преподзакрыт. И, кроме того, на Ближнем Востоке продолжается в целом конфликт между Ираном и Соединенными Штатами, из-за чего невозможно поставлять в полном объеме нефть, из-за чего невозможно поставлять нефтепродукты. А надо заметить, что, скажем, Объединенные Арабские Эмираты находились на третьем месте в мире по экспорту нефтепродуктов до начала конфликта. То есть на первом месте были Соединенные Штаты, на втором Россия, на третьем Объединенные Арабские Эмираты, ну и далее там и Саудовская Аравия, и Кувейт, и Сингапур, и Китай, и Индия. Ну, собственно говоря, большую часть топа экспортеров нефтепродуктов я вам только что перечислил. И получается сочетание двух важных факторов, важнейших факторов. Первый – дефицит предложения в мировом масштабе. И второй фактор – этот дефицит усугубляется прекращением поставок из России. То есть если Россия могла закрыть отдельные дыры в мире по поставкам дизельного топлива, то сейчас мы этого не делаем. Мы оставляем дизельное топливо полностью внутри страны. Да, это приводит отчасти к затовариванию складов местами, но хорошо, может привести к затовариванию складов. Вот, но до 1 сентября экспорта не будет, что еще больше накладывает обременение на мировой рынок. И вот Украина. Если посмотреть на цены и перевести их в доллары, то на Украине в целом потребляет цена 95-го где-то 1,8 доллара за литр. Это примерно в 2 раза больше, чем в России. Опять же, в долларовом выражении, если мы берем. А по дизельному топливу там почти 2 доллара за литр. И тут нужно понимать, что Украина шла к тому, чтобы стать частью мирового рынка, таким полноценной частью мирового рынка вообще и рынка Европы в частности. И Украина сейчас зависима от поставок из Польши, стран Прибалтики, из Румынии, Греции. Ну, Греция здесь выступает не только как прямой поставщик, но и, скажем, как такой транзитный, как некая транзитная точка. Ну, то есть через Грецию вы можете какие-то объемы завести и дальше их по сухопутной части поставлять на Украину. Вот. И по открытым данным, где-то 7,5 миллионов тонн нефтепродуктов было импортировано на Украину, а Украина по состоянию на 1990 год обладала мощностями по нефтепереработке, ну, которые кратно перекрывают текущие потребности Украины. Ну, понятно, то была древняя высокоразвитая цивилизация, и цивилизация, которая делала ставку на промышленное развитие, а не на вот эти сельские мотивы вроде там давайте мы наденем сейчас вот эти вышиваночки, вот, давайте, значит, плетенечек с крынками на них развешенными. Вот. Это был промышленно развитый регион Советского Союза, и там находилось порядка 50, там находилось 6 нефтеперерабатывающих заводов, крупный газоперерабатывающий завод, если правильно помню, Шебелинский называется. И
До, скажем так, 91 года более-менее со скрипом работали Кременчугский НПЗ, то есть один, и, собственно, вот этот газоперерабатывающий завод. А мощность нефтеперерабатывающих заводов по состоянию на 90-й год, которые вот находились на территории Украинской ССР, составляла 50-52 миллиона тонн. То есть 6 заводов, довольно крупных. И, смотрите, импорт 7,5 миллионов тонн. Ну, какие-то крохи там производятся на месте, на каких-нибудь мини-НПЗ. Но крупные заводы, большинство крупных заводов не работало уже к 2022 году. Ну, а оставшиеся заводы, которые, ну так, полуработали, то есть и нельзя сказать, что они полноценно были загружены, они работали даже не в полсилы, там на них перерабатывалось где-то 2-3 миллиона тонн нефти, ну, соответственно, соответствующие объемы нефтепродуктов производились. Это не строго, там есть, конечно, некоторое количество потерь, которые мы здесь можем просто опустить, потому что это не существенная величина для данного разговора. Ну, то есть по состоянию которое сложилось на территории Украины к началу 2022 года, там перерабатывалось где-то 2-3 миллиона тонн нефти. Ну и соответствующие объемы нефтепродуктов производились. Украина еще импортировала некоторые объемы нефтепродуктов. Крупнейшими поставщиками были Россия и Белоруссия. Вот. У нас некоторая специализация была. Одна страна поставляла бензин, другая страна поставляла дизельное топливо преимущественно. Но, как мы понимаем, с 2022 года эти поставки прекратились. И ни из Беларуси, ни из России ничего туда не идет. Ну, в общем-то, вполне очевидный факт. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Но и нефтеперерабатывающие мощности, по крайней мере, крупные нефтеперерабатывающие мощности на территории Украины сейчас тоже не работают. То есть вот там 7,5 миллионов тонн, которые зашли, там 7,6 миллиона тонн, которые зашли в прошлом году на территорию Украины, это практически большая часть того, что в принципе потребляется на подконтрольной Киеву территории. И тут нужно сделать еще одну оговорку. То есть давайте еще раз резюмируем. Нефтеперерабатывающие мощности на Украине сейчас фактически отсутствуют. Второе, она полностью зависела и сейчас еще больше зависит от внешних поставок нефтепродуктов. Ну и нефтепродукты идут из стран Европейского Союза. И третий момент. С 2014 года потребление моторных топлив, структура потребления моторных топлив на Украине стала резко меняться. Так, например, резко выросло потребление автогаза, то есть пропан-бутана. Если по состоянию на 2013 год на Украине потреблялось порядка примерно 850 тысяч тонн пропан-бутана для всех нужд, не только для автогаза, но для всех нужд. Но я чуть позже объясню, почему я вот говорю про эту величину, отдельно не выделяя конкретно автогаз. То уже к 2021 году включительно объем потребления превысил 2 миллиона тонн.
И это происходило не потому, что люди вдруг полюбили альтернативное моторное топливо как таковое. Просто «АвтоГАЗ» был дешевле, чем бензин, дешевле, чем любая другая альтернатива, кроме, наверное, метана. Но метан имеет свои определенные сложности, которые делают его менее привлекательным в легковом сегменте. То есть метан, опять же, отбрасывая несущественные детали, в большей степени используется там на грузовиках, на автобусах, а вот в легковой и легкогрузовой сегмент лучше всего заходит пропан-бутан. Да, кстати, если брать какие-нибудь газельки, ну и прочие микроавтобусы, там тоже пропан-бутан активно используется. И вот у вас более чем в 2 раза растет потребление за неполные 10 лет этого самого пропан-бутана. Почему? Да потому что после того, как была подписана ассоциация с Европейским Союзом, стала меняться, по сути, система ценообразования, и моторное топливо на Украине стало дорожать. А подорожание моторного топлива на Украине привело к тому, в сочетании с снижением благосостояния населения, опять же, в среднем, понятное дело, кто-то разбогател. Этот кто-то, кстати, с модной причесочкой и в очках, вот очень вовремя свинтил, кстати. Какое-то время побыл премьером. Кричал: Юля, Юля! Вот. А теперь, говорят, у него то ли 1, то ли 2 миллиарда долларов, и человек где-то там отдыхает, в районе Майами. Ну, кто его знает, может, врут, конечно. Но, по крайней мере, этот персонаж довольно быстро свинтил. Но, если мы берем не таких персонажей, а в среднем, то благосостояние сократилось. То есть у вас доходы в целом растут, но при этом расходы растут опережающими темпами. Значит, благосостояние снижается. Снижение благосостояния в том числе сопровождалось сокращением спроса на бензин и переключением на пропан-бутан, как более дешевую альтернативу. Люди ставили газобаллонное оборудование, люди активнее использовали пропан-бутан. Все. Собственно говоря, и сейчас ничего принципиально не изменилось, однако сократилось потребление бензина по сравнению с временами кровавого тирана Януковича. Если мы берем там 90-е годы, начало нулевых, и уж позднее советское время, ну там, знаете, много веселых можно будет сделать оговорок, но мы их делать не будем. Вот берем только этот домайданный, прям вот перед Майданом период и постмайданный период. Потребление энергоносителей пошло вниз, ну и было бы странно, если бы потребление моторных топлив вдруг начало расти. Оно не начало расти. Да, понятно, сейчас на Украине есть довольно крупные потребители моторных топлив, конкретно дизельного топлива. Ну и значительная часть вот этих поставок, которые осуществляются из-за рубежа, это дизельное топливо. Понятно, не только оно, но так как структура потребления скорее дизелизировалась, ну то есть у вас сокращается потребление бензина, растет доля пропан-бутана, но если мы берем классические виды моторных топлив, то есть бензин и дизельное топливо, то, значит, доля дизеля тоже растет. Ну, а с учетом некоторых обременений, доля дизельного топлива растет опережающими темпами. И вот заход дизельного топлива здесь выглядит двояко, потому что ряду стран, которые имеют до сих пор право импортировать нефть из России, в странах Европейского Союза, запрещено экспортировать полученные нефтепродукты куда-либо, кроме Украины. То есть, с одной стороны, здорово, что мы туда продолжаем поставлять нефть, с другой стороны, вот это обстоятельство. Опять же, это не потому, что какая-нибудь Венгрия и Словакия страшно всю дорогу хотели поставлять нефтепродукты на Украину, просто дело в том, что им в другие места поставлять нельзя. Но при этом ни Венгрия, ни Словакия не являются лидерами по поставкам. Лидерами по поставкам является все-таки Греция, просто потому что, опять же, это важная транзитная точка. Там порты, через эти порты заходят грузы. Это Польша, это Литва, и Турция. Вот на этом, дорогие друзья, на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.